Всем самого летнего, вкусного и солнечного настроения! Вы снова на канале Бесконечно захватывающий быт, и сегодня я с неожиданным видео. Это видеорецепт. Я буду готовить пирог, который вы наверняка многие знаете, любите и, скорее всего, часто делаете дома. Это цветаевский яблочный пирог с небольшими дополнениями по ходу. Рассказывать, что с чем смешивать, я не буду, все интуитивно понятно, ингредиенты все прописаны, также будет описание под видео самого рецепта. А я буду такой комментатор-болталка. Люблю этот очень пирог за то, что он позволяет получить такое трехслойное практически изделие. Это сам корж, начинка и крем. Все это вот особо не заморачиваясь. Причем этот пирог на следующий день будет еще даже вкуснее, чем день приготовления. Поэтому я его частенько делаю, когда знаю, что на завтра у нас, например, будут гости. И чтобы не тратить время на приготовление чего-то к чаю в день приезда гостей, готовлю его накануне. На следующий день у меня уже готов чайный стол. Все, хозяйка свободна, принимает поздравления, все рады. После того, как мы отправим нашу форму в холодильник, отдохнуть немножко от наших рук, начинаем делать заливку. И в этот же момент наша духовка должна начать нагреваться до 180-190 градусов. Вы ориентируйтесь по своим духовкам, как они у вас работают. Сахар в этом пироге идет только в заливку. Моя любовь к сладкому требует корректировать как-то наличие сахара в изделии, в какой-то стороне его убирать, но конечный продукт от этого не страдает. Также в этой заливке я использую муку. Уверена, что многие из вас используют крахмал. Это не критично абсолютно. Просто крахмал дает более плотный крем, скажем так. Мука оставляет его в таком более нежном состоянии. И мне этот вкус нравится больше. Вот моя начинка, это яблоки, пока еще покупные, и ароматные ягоды, это уже наши личные, собственные. Яблоки я очищаю обычным способом, серединки пойдут на лакомство кролику, который сидит на кухне и ждет какую-нибудь вкусняшку. И дальше раскладываю яблоки по кругу нашего коржа, который мы достали из холодильника, и в центр уже буду выкладывать ягоды, чтобы получился такой как бы двойной вкус: яблочный по краям и ягодный к центру. Когда вы будете потом уже пить чай с этим пирогом, такой вот переход от вкуса, ваши рецепторы будет просто волшебно. Никакого ванилина и корицы здесь не использую, потому что ягоды ароматные настолько, что они не требуют никакого дополнительного спецэффекта. И теперь заливкой, так вот по часовой стрелке, медленно медитируя, желая нашей семье здоровья, богатства и процветания, заливаем это все, эту вкуснятину, и дальше отправляем в духовку. Я выпекаю 45 минут, вы ориентируйтесь по своим помощницам духовкам. Вот готовый пирог, он поднялся, пышет ароматом, теплом. Обязательно нужно дать ему остыть, разрезать только после этого. Ну и вот такой получился пирог в разрезе. Это уже вечером я снимаю. Он такой трехслойный, идет корж, начинка, крем. Очень вкусно. А вот такой пирог у нас бывает, когда созревают уже наши яблочки здесь на фото. Ну вот такое у меня было сегодня видео. Я надеюсь, оно вам понравилось, вам было вкусно. Всех вас жду на своем канале. Я всем вам очень рада.